Well, I know only one Russian word. Я знаю только одно русское слово. Хорошо. And Jesus is хорошо, right? Well, it's an honor for me to be here today with you. Для меня привилегия быть с вами сегодня. And I believe as all of us as believers, we need to share and show the experiences of many cultures and how Jesus is able to interact with every culture. Я думаю, как верующие мы нуждаемся в том, чтобы общаться друг с другом и делиться. Люди с разной культурой, с разным прошлым, и через это показывать, что Иисус Христос важен для всех людей. Jesus is the only one who can unify the world. Иисус Христос — это единственный, кто может объединить этот мир. And one of the main reasons is just two fundamental issues. И две причины для этого, две основные причины, Peace and love. которые являются мир и любовь. I come from a Muslim background. Я прихожу к вам с прошлым, с мусульманским, я бывший мусульманин. And not only that, I'm also considered to be a direct descendant of Muhammad. И не только это, я также считаюсь прямым потомком Мухаммеда. And of course, because of that, my parents made sure that I was very well trained in Islam. И по этой причине мои родители приложили все силы, все старания для того, чтобы я хорошо изучил ислам. Of course, I think you can guess where I am from. I'm from the Arab world, from the country of Yemen. И я из арабского мира, из страны, которая называется Йемен. And of course, by the age of 14, I literally had memorized 3/4 of the Quran. К 14 годам я практически наизусть знал где-то 3/4 Корана. And I would go at 5 o'clock in the morning to the mosque. И я вставал обычно в 5 часов утра, Because they told me you get more rewards when you pray at the mosque. потому что они говорили, получишь больше награды, когда будешь регулярно так молиться. But there was the time when I started understanding my environment, my society. Но пришло время, и я стал лучше понимать свою окружающую среду, свое общество. I saw the persecution, Я видел преследование, tyranny, я видел тиранию, corruption, я видел испорченность и коррупцию, and many other problems. и многие другие проблемы. Of course, I come from a very wealthy family. Я из очень богатой семьи, So I did not notice it when I was younger. поэтому я даже не замечал эти проблемы, когда я был молодым. But later on, as I grew, from the age of 14 onwards, I started experiencing. Но позже, когда мне было 14 лет и больше потом, я начал замечать эти проблемы в обществе. So I thought to myself, И я думал сам с собой. I'm going to solve the problems of Yemen. Я думал, что я разрешу проблемы. And my way of doing it was to have good education, И, как я понимал, для этого необходимо хорошее образование, political power, политическая сила and wealth. и богатство. So I focused on my education. Так что я прежде всего сконцентрировался на своем образовании. I finished my high school with high grades. Я закончил школу с высокими, хорошими, отличными оценками. And of course, being from a wealthy family, I was one of the very few who managed to go to the American University of Beirut in Lebanon. И то, что я был из богатой семьи, дало мне возможность в числе немногих попасть в американский институт в Бейруте. And there is the only university where the students had all the freedom. И это единственное место, где студенты имеют свободу. It was an interesting experience. My first action was to become rebellion to Islam. И был очень такой интересный для меня опыт, и моя первая реакция была, что я восстал против ислама. And I decided Islam is not the way. И я понял для себя, что ислам это не является путем. And guess what I did? И подгадайте, что я сделал. I was among the founding members of the Yemeni Communist Party. Я был одним из основополагающих членов коммунистической партии в Йемене. And of course, the Soviet embassy and Bulgarian embassy and many others were entertaining us very well. И, конечно же, советское посольство, болгарское посольство и многие другие, они очень хорошо к нам относились. And I did extremely well in reading the Marxist philosophy, Engel's critique of the critique, and all
Lenin's book on communism and everything. И я с большим интересом и увлечением читал и изучал книги Маркса, Энгельса, Ленина и многие другие. And I became a very devout communist. И я стал очень посвященным коммунистом. And an atheist too, of course. И, конечно же, атеистом, само собой. Because based on communism, religion is the opium of the mass, you know. И поэтому вы знаете, что основываясь на коммунизме, что это выражение, что религия это опиум для народа. So, during the summer vacation at the university, Во время летних каникул в университете, after my first year, после моего первого учебного года, we were invited as the good communists to go and visit a communist country. Нас пригласили как хороших коммунистов, чтобы поехать на экскурсию коммунистической страны. So we went to Sofia. Так что мы отправились в Софию. And of course they had students like us from the Communist Party to be with us. And we were put in all top class hotel, everything was the best. И там было много других студентов с других стран, тоже коммунисты. И нас расположили там в самых наилучших гостиницах, было все прекрасно. And we spent a lot of times with those students and we were talking. И у нас было там много времени для разговоров с этими студентами. But one of them Но один из них told us, don't believe what you see. сказал, не верьте своим глазам, не верьте тому, что вы видите. We couldn't believe, how can a communist say that, you know? И мы не могли поверить, как коммунист может такое сказать. But then one night they took us out of the hotel in the midnight. И в одну ночь, где-то примерно около полуночи, они пришли и забрали нас из гостиницы в Софии. And they took us to some people who have been tortured, people who have been really suffering. И они взяли нас к людям, которые пострадали, которых мучили, которые по-настоящему многое пережили. So I said to myself, this is not the way too. So И я сказал для самого себя, это тоже не путь, по которому мы должны I went идти. back to Beirut and said, goodbye communism. А что я приехал обратно в Бейрут, и я попрощался с коммунизмом, я сказал, до свидания, коммунизм. But then I just remained as an atheist. I didn't believe in God. I didn't care about anything. The only three things for me in life was Я оставался по-прежнему атеистом, и я не заботился и не думал даже о Боге, ни о чем другом. Три вещи, которые оставались для меня главными. power, Первое – это сила, wealth, второе – богатство, and education. и третье – это образование. In my junior year at the American University of Beirut, И когда я оставался студентом в университете в Бейруте, there was an American girl who came to Beirut as a junior year abroad student. девушка приехала туда также учиться одна. She didn't believe in God too. И она также была неверующей, она не верила в Бога. That was the beginning of the hippie years, you know. И это было как раз начало вот этого хиппи, когда было движение такое. We met, Мы встретились с ней, went along very well, и у нас слаживались хорошие отношения. and by the senior year we got married. И к заключительному, к последнему году учебы мы поженились. And when we graduated from the university, we went back to Yemen. И когда мы закончили образование, мы отправились обратно в Йемен. And I started working there, and within no time, because of the influence of my family and others, I was going up the ladder fast in the government. И я начал работать там, и потому что влияние моей семьи, мое образование и другие причины, я очень быстро продвигался по служебной лестнице в правительстве. I was even appointed to be the minister of economy. И меня назначили министром экономики в Йемене. So, after 1 year, my wife said she wanted to come and visit her family Где-то прошел год так, и моя жена сказала, что она хочет отправиться и проведать свою семью, in Philadelphia. которые живут в Филадельфии. By that time, we had one son, И к этому времени у нас был уже один сын. and she came here. Она приехала сюда, в Америку. 2 months later, she came back to Yemen И потом, через пару месяцев, она приехала обратно в Йемен. and told me, Faisal, И она сказала мне, Фейсал, I've accepted the Lord. я приняла Господа. I laughed. What does it mean to accept the Lord? Я рассмеялся, что ты имеешь в виду принять Господа, что это значит? I saw her becoming very serious, said, don't joke about it. И она стала неожиданно очень серьезной и сказала, не шути с этим. She said, we need to sit down and talk. It's very serious. Она сказала, давай сядем и поговорим об этом, это очень серьезно. This is the first time I saw my wife really serious. Yeah. Это в моей жизни первый раз я видел свою жену по-настоящему серьезной.
I told her, all right, let's sit down. What do you Я want? сказал, давай хорошо, сядем, поговорим. Что... She said, I want to raise our son and future children as Christians. И она сказала, что я хочу, чтобы наш сын вырос христианином, и другие дети, которые у нас будут, чтобы они также были христиане. I didn't believe in God. Я не верил в Бога. So I told her, sure. You would raise them Muslim, Christian, Hindu, whatever you want. Я сказал, конечно, что хочешь. Хочешь христиане, пускай будут, хочешь мусульмане, хинду или кто угодно, мне без разницы. But the irony of the whole thing Но ирония всего этого, is that in Yemen I was accepted as an atheist, but they will not accept me as a Christian, you know. что в Йемене меня принимали как атеиста, но они не принимали меня как христианина. And so we lived like that, but then I told her I have my two conditions too. И я сказал ей о двух условиях, необходимых для нее. She said, what are they? I told her, И она спросила, какие еще условия? Что... number one, you don't put Christian literature in my house. Сказал, первое, никакой христианской литературы в нашем доме. You only put them in your bedroom. Только можешь это в своей спальне. Number two, don't ever preach to me. И второе условие, никогда не проповедуй мне. So we went along and she kept her promise and I kept my promise. So we had later on 4 children and they were all raised as Christians. И она сохранила свое обещание, я сохранил свое обещание. У нас было 4 детей, и все они стали христианами. But there is a very important element in my life that took place. Но очень важное обстоятельство случилось. As I had told you, from the age of 14, I started understanding my environment. Как я уже заметил, что где-то к 14 годам я начал понимать, что происходит вокруг меня. I became a very angry and bitter man. И я стал очень озлобленным. And as the years went by, even after I graduated from the university and even when I was working, Проходили годы, я закончил университет, и потом, когда даже я работал уже, I became more and more angry. я становился более и более злым. And there were 2 things which I used to use to help me. И были 2 вещи, которые я использовал для того, чтобы как-то помочь в этой озлобленности. I was using about 70 milligrams of Valium a day. Я использовал где-то 17 миллиграммов Valium. It's a tranquilizer to help Это me. лекарство успокаивающее, возбуждающее, такое специальное лекарство. And of course, one thing I learned from the Russians, И одна из вещей, которые я узнал из русских, Stolishная vodka. столичная водка. And from the outside, you'd think that I'm happy. И снаружи могло показаться, что я счастлив. But inside, I was very miserable. Но внутри я был очень просто And ничтожным. my wife was seeing that, and she tried to talk to me. И моя жена, она видела это, и она старалась как-то помочь, как-то поговорить со мной. So after 4 years in Yemen, she said, listen, maybe you need more education. И через 4 года после этого в Йемене она сказала, послушай, может быть, тебе надо еще больше повысить свое образование. I had the money, I had everything. У меня были деньги, у меня было все. But not only that, I also realized that I was becoming corrupted like the rest of the government. Но не только это, я также стал просто обнаруживать, что я остаюсь таким же коррумпированным, как и остальное правительство. So I thought, okay, maybe I needed to be away from the country. Потому что я подумал, в самом деле, может быть, мне хорошо бы уехать отсюда на некоторое время. So we came to the United States. Мы приехали в Америку. I went to George Washington University Я попал в Джордж Вашингтон университет. and did my graduate studies here. И там получил мастерскую степень. This is the early 70s. И это в начале 70-х годов было. And of course, at that time, you know, the Arab world is booming with the oil. И, конечно, вы знаете из истории, что в это время в арабском мире начался такой сильный бум из-за нефти. I decided, no, I'm not going to work with the government again. Я решил, что я не пойду работать снова с правительством. So I'll start my own business. Я начну свой собственный бизнес. I opened an office in Washington and an office in Yemen. Я открою офис один в Вашингтоне, другой офис в Йемене. Of course, the headquarters was in Yemen. И, конечно же, главный офис будет в Йемене. And I did extremely well. И очень хорошо этот бизнес пошел. It was a international management consulting business. Это была компания по консультациям о международном бизнесе. And
I was the consultant of the U.S. government. Я был консультантом американского правительства. I became consultant to the Dutch government. Я был консультантом датского правительства. I became consultant to the World Bank and the United Nations. Я был консультантом Объединенных Наций и Мирового банка. And many other major organizations and businesses. И много других важных организаций и бизнесов. I would travel between Washington, going to the Middle East. I had nothing to do in Europe, but I'll stop in Paris. Я часто путешествовал из Америки на Ближний Восток. И в Европе мне было делать нечего, но иногда я останавливался в Париже. Just to go and have dinner at Maxine's in Paris. Чтобы, может быть, просто пообедать и посмотреть достопримечательности. And spend $2,000–3,000 in one night. 2–3 тысячи долларов за вечер просто потратить. Thinking I was big, you know. И я думал, что я очень важный, что я очень большой, что я It was more большой человек. pride than anything else. Это было просто чувство гордости, более чем что-либо другое. I'll never buy suit from any department store. Я никогда не покупал, допустим, одежду из простого магазина. I had to go to London, to Savile Row, and buy my custom-made suits there. И я обычно отправлялся в Лондон, покупал $3,000–4,000. одежду от знаменитых модельеров, несколько тысяч долларов один костюм, допустим. But what did all this help me with? Но что это мне дало? Nothing. Абсолютно ничего. Let me tell you, I was the most miserable man on earth. Позвольте мне сказать вам, я был наиболее ничтожным человеком на планете. I made my wife miserable. Я встретил свою жену в Израиле. I made my children miserable. Я сделал свою жену и моих детей, они были тоже ничтожными. They had everything material, yes. У них было все, что возможно, только материальное. But I was not giving them the peace and joy of life. Но я не мог им дать мир и радость жизни. So, one time I was traveling overseas, I came back, Один раз я был за границей, и когда я вернулся, and my wife said, there is a message for you. моя жена сказала, для тебя есть послание. I went and looked up the message, and it was from a very, very close friend of mine from Lebanon. И я посмотрел, что это было. Это было известие от моего очень-очень хорошего друга из Ливии. He was of a Christian, Ливана. he was of Christian background. И у него было христианское прошлое. So I went and visited him at the hotel И я отправился посетить его в гостинице. and found out that he had abdominal terminal cancer. И я обнаружил, он мне сказал, что у него смертельный, неисцелимый рак живота. So the next day I took him to the hospital. На следующий день я пришел в больницу. After the first day at the hospital, he told me, Faisal, can you find me a pastor? И в этот день он сказал мне, Фейсал, не можешь ли ты найти для меня пастора? I didn't know what pastor meant. Я не знал, что такое пастор. So I went and asked my wife. Я пошел и спросил у своей She жены. told me, yes, there is a pastor. I'll get you one. И она сказала, да, конечно, есть пастора, и я познакомлю тебя с одним. She called the pastor of her church. И она позвонила пастору с ее церкви. He came. Он пришел. I explained what my friend wanted. Я объяснил, что мой друг хочет. He said, all right, let's go. И он сказал, хорошо, давай пойдем к нему. I said, no. First, you must promise. Я сказал, подожди, еще не пойдем. Первое, ты должен пообещать. You don't preach to me. Первое, ты для меня лично не будешь ничего говорить и проповедовать. So I took him to the hospital. Так что после этого я взял его в госпиталь. He promised. Он дал свое обещание. And he talked with my friend. They will read the Bible and pray and everything. И он разговаривал с моим другом, читал Библию, они беседовали. We would go 3-4 times a week. И мы ходили туда посещать моего друга где-то 3-4 раза в неделю. And after the second or third time I took him there, И после того, как я отвел его туда где-то второй или третий раз, my friend was telling me, Faisal, мой друг сказал мне, Фейсал, I'm now willing and ready to go to Jesus. он сказал мне, Фейсал, я теперь готов идти и встретиться с Иисусом. I told him, you're crazy. Я сказал, ты им сошел с ума. Who wants to die? Кто хочет умирать? And he said, you will not understand it И он сказал, ты не поймешь это until you get to know him. до тех пор, пока ты не узнаешь, пока ты не познакомишься с ним. I told him, I don't care about that. Я сказал, мне это без разницы, меня это не волнует. But then I noticed one thing in the pastor. И потом одну вещь я обратил внимание с пастором. He had such care and love for my friend.
У него была такая забота и такая любовь о моем друге. I could not believe that somebody would love a stranger that much. Я не мог поверить, что кто-то будет любить незнакомого человека так сильно. So I asked him, how can you love a stranger like that? Я спросил его, как можно любить незнакомого человека так сильно? You know, my friend would call him after midnight and he will answer the phone and talk with him. Мой друг звонил ему после полуночи, и пастор поднимал трубку и отвечал, и разговаривал с ним. So when I asked him the question, he said, well, you told me not to preach to you, so I'm not going to tell you. И он сказал мне, ты помнишь, ты попросил меня, я дал тебе обещание не говорить тебе, не проповедовать, поэтому я тебе не могу сказать. And I tell you, I was a very proud man. Я вам скажу, что я был очень гордый человек. Since he told me that, I said, I'm not going to ask you the question. И после того, как он мне ответил, я сказал, хорошо, я больше тебя не буду He вопросов turned спрашивать. around and said, I can tell you only one thing. И он повернулся и сказал, я тебе хочу и могу сказать одну вещь. This is called Christian spiritual love. Это называется духовная христианская любовь. It stuck in my mind. И это просто застряло у меня в голове. I have to find this love. Я должен найти эту любовь. And I thought to myself, И я maybe this is what I need думал сам про себя, может быть, это именно то, что я нуждаюсь, в чем я to нуждаюсь в change этой my жизни. life. So, where do I go and get the information about this? Где мне было взять информацию, где найти информацию об этом? I thought of my wife, but I'm an Arab, you know, I'm a proud, powerful Arab. Я подумал, может быть, у своей жены, но я араб, как я могу пойти у своей жены что-то I don't ask спрашивать? a woman Нет, это to teach me, you know. не спрашиваешь у женщины, чтобы она тебя научила. So, I don't know any other pastor. Я не знал никаких других пасторов. So I decided when my wife goes to sleep, I will take her Bible and read. Я решил, что когда моя жена уснет, я возьму ее Библию и потихоньку почитаю. I didn't know where to start. Я не знал, где начинать. So that night, she was sound asleep. I sneaked in and got the Bible. Так что в следующей ночи, уже когда она уснула, я пошел и своровал у нее Библию. I said, I will close my eyes and open it wherever it opens. That's where I'm going to start И reading. я решил для себя, что я закрою свои глаза, потом открою эту книгу, где откроется, там и буду читать. I opened it up, Я открыл ее. and it was Galatians chapter 5. Это было послание к Галатам, 5 глава. So that night, I read that chapter 6 times. В этот вечер, этой ночью я прочитал эту главу несколько раз. To me, it was like holding two mirrors. И для меня это было как бы держать, если два зеркала. One, about the sinful nature of the body. Одна из них это показывала, насколько греховно тело. The other one was about the fruit of the Spirit. Второе показывало плоды Духа. I looked at the mirror of the fruit of the Spirit. И я смотрел в зеркало плодов Духа. It was dark for me. I did not see myself. И оно было уже для меня уже сделано. Я не видел себя за этим. I looked at the sinful nature one. И я смотрел в зеркало вот этой греховной натуры. I saw a perfect picture of myself. Я видел себя там. And that shook me up. И это меня просто потрясло. So I decided maybe this book is worth reading. И я подумал, может быть, стоит почитать эту книгу. And I spent after that 2 years И после этого 2 года reading the New Testament over and over again. я читал Новый Завет снова и снова и снова. And not just reading, but reading with enthusiasm and wanting to learn more. И не просто читал, но читал с энтузиазмом, с желанием знать больше и больше. I liked the message on every chapter except chapter 5 of Matthew. И для меня все нравилось, за исключением одной главы. Это 5 глава Евангелия от The Матфея, Beatitudes. где говорится о блаженстве, заповеди блаженства. I was too proud. Я был просто слишком гордым. I'm an Arab. You see, my honor and my dignity, you know, I cannot lower it down. So. Я араб, и моя честь, мое достоинство, я просто не мог как-то склониться и смириться. And I continued with my work. I was traveling. И я продолжал свою работу, я продолжал путешествовать. I traveled to 42 different countries. Я был где-то в 42 различных странах. I learned about the Bible, so I bought a small Bible, which I can put in my pocket and travel with. Я изучил несколько Библию, познакомился с ней, поэтому я просто купил для себя небольшую карманную Библию, вложил ее в свой карман и с ней путешествовал. One time, I heard that Billy Graham was going to be on the TV. Один раз я услышал, что Билли Грэм будет выступать по телевидению.
Again, I didn't want to sit down at home И, конечно же, я не хотел дома сидеть и and be смотреть with my wife and watch the Billy Graham program. чтобы моя жена, не дай Бог, увидеть, что я смотрю на Билли Грэма, как он I проповедует. went and rented a hotel room to watch. Так что я пошел и снял комнату в гостинице. It's a fascinating experience, but my life was not getting any better. И для меня это было потрясающим событием, но моя жизнь не становилась ничуть лучше. I drank a lot, Я по-прежнему пил много, and I used the pills a lot to keep me. и я употреблял наркотики, чтобы как-то двигаться. And then finally one time I was going to Yemen with a delegation from the World Bank. И один раз я отправился с делегацией с Мирового банка в Йемен. And I got there. After about a week, I reached the peak of my frustration in life. Где-то прошла неделя, и для меня наступило самое тяжелое время в моей жизни. Это был уже просто верх какого-то расстройства. And I was questioning myself, what is the purpose of my life? И я спрашивал себя, какое назначение моей жизни? That night, I didn't know what to decide, but then finally I came to one of two alternatives. И я просто думал и так, я не знал, что решить. Но наконец я пришел к двум таким возможностям. Either I kill myself and forget about life, Первое, я должен или убить себя, и просто все закончится. or I give a chance to this God of the Bible. Или я дам Богу Библии его шанс. It was about 1 o'clock in the morning. Где-то было около часа ночи. After thinking it over and over and over, I finally found myself kneeling down and said, Lord Jesus, come to my life. И после того, как я думал и так, и это, и так, и это, я неожиданно просто обнаружил себя, что я стою на коленях и говорю: Господи Иисус, приди в мою жизнь. And then I peacefully went and slept. И потом после этого я с миром в сердце отправился спать. Got up the next morning excited, В следующее утро я проснулся очень радостным. feeling relaxed, and I decided to call my wife. И я решил позвонить своей жене. I called her and told her, guess what happened? Я сказал: отгадай, что случилось. She said, I'm not going to guess, you're 10,000 miles away. И она I don't know говорит: what's happening to you there. откуда я могу отгадать, ты где-то в 10 тысячах миль от меня, как я могу I отгадать? kept insisting. И я продолжал настаивать. And we were for about half an hour on the phone, back and forth. И мы где-то полчаса туда и обратно так говорили, чтобы она отгадала, она отказывалась. Finally she said, stop this nonsense. И она в конце концов говорит: прекращайте глупости. I wish she was here today. Говорит: я хотел бы, чтобы ты был сегодня здесь со мною. She told me, listen, И она сказала мне: слушай, the only thing I can talk to you about now is this. For the last 8 years, I've been praying, and the entire church that I go to, they're praying for your salvation. она сказала: слушай, я хочу сказать тебе одну вещь. Последние 8 лет я и вся наша церковь непрестанно молились за тебя. Did you accept God? Она спросила: что, ты принял Бога? I said, yeah. Я сказал: да. So she got excited. Так And что она очень обрадовалась. I was supposed to be in Yemen for another 2 weeks. Я должен был находиться в Йемене еще 2 недели. I decided no. И я решил, что мне надо возвращаться. I took the first flight out, came here. И я первый же самолет взял, который летел сюда, чтобы прилететь сюда. She met me at the airport and we drove. And I told her, no, take me first, not home, but to the pastor. Она встретила меня в аэропорту, и я сказал: подожди, раньше чем домой ехать, давай заедем к пастору. You see, we had become friends in those 2 years, but we never talked to religion. А за 2 года, с тех пор, как мы с ним встретились, мы стали друзьями, но мы никогда не говорили о религии. So I knocked on his door. Так что я постучался в его дверь, He opened, he said, what are you doing here? и он открыл дверь, удивился и говорит: что ты здесь делаешь? I opened up my hands and said, all right, you can preach to me from now till eternity. Я развел свои руки ему навстречу и сказал: теперь ты можешь проповедовать мне от этого момента и до самой вечности.